world champion, Kazakhstan. Fantastic, Dmitry. Congratulations. Well done. Есть имена в спорте, которые помнят все. Есть имена, которые помнят только те, кто был рядом, кто видел своими глазами, кто стоял на трассе и понимал, что происходит что-то, чего больше не будет. Дмитрий Гаг из вторых. Не потому, что он был незаметным, совсем наоборот, а потому, что мировой триатлон на рубеже тысячелетий был другим миром. Без YouTube-трансляций, без социальных сетей, без миллионной аудитории на телевидении. Гонки показывали в лучшем случае на Евроспорт поздно ночью, без комментаторов и с размытой картинкой. И тем не менее, те, кто был в теме, знали это имя наизусть. Его имя, которое вызывало уважение и страх. Имя, при котором соперники на разминке бросали взгляд через плечо. Дмитрий Гаг. Казахстанец, родился в Караганде, вырос в советской системе. Выживал в постсоветском хаосе и стал единственным в истории казахстанского триатлона чемпионом мира. 177 международных стартов, 64 подиума, 23 победы. Участник 2 Олимпийских игр. Сидней 2000, Афины 2004. Чемпион мира 99 года в Монреале. Обладатель Кубка мира ITU 2000 и 2004. Победитель Азиатских игр 2006 в Дохе. Для одних он был гением. Человеком, который мог разорвать пелотон уже на первых минутах бегового этапа. Для других символом того, как жесток профессиональный спорт. Как легко он перемалывает даже самых талантливых. Как система, созданная для победителей, иногда не оставляет им просто места. Это не биография спортсмена, это история о том, что происходит с человеком, когда система его не поддерживает. Когда денег нет, когда команды нет, когда все, что есть, это тело, воля и дистанция. Это история Дмитрия Гага. Дмитрий Владимирович Гаг. Родился 20 марта 1971 года в Караганде. Если вы никогда не были в Казахстане, представьте себе город, где зимой бывает минус 30, а летом плюс 30. Где степь начинается сразу за последним домом, где уголь добывают под землей, а характер закаляется над ней. Это был советский Казахстан с его системой спортивных школ, интернатов, центров олимпийской подготовки. Системой жесткой, порой жестокой, но работающей. В первом классе в школу пришли тренеры по прыжкам в воду, выстроили всех детей, попросили снять обувь и потянуть носочек. Чья растяжка лучше, того в бассейн. Дмитрия взяли, потом отчислили из-за небольшого роста. Мама взяла за руку и отвела к другому тренеру. Взяли, снова отчислили. Мама снова взяла за руку. Меня дважды отчисляли из-за небольшого роста. И тогда мама брала меня за руку и вела к другому тренеру по плаванию. Вот и весь секрет. Ни талант, ни система. Мама, которая не принимала, нет. Мама. Она появляется в каждом интервью Гага незаметно, но неизменно. Женщина, которая не принимала нет как ответ. Которая верила в сына раньше, чем он начал верить в себя. Именно она привела его в бассейн. Именно из бассейна начался путь к пьедесталу мира. 10 лет в плавании, с 7 до 17 лет. Специальный класс по плаванию в школе с 3 по 7. Интернат. Центр олимпийской подготовки в Тимиртау. Больших побед не было. По его собственному признанию, просто не предрасположен к быстрому плаванию. Особенно в бассейне. Но вода дала ему кое-что важнее скорости. Терпение, умение существовать в дискомфорте, умение дышать тогда, когда дышать невозможно. После плавания военно-прикладное многоборье ДСАФ. Бег, плавание, стрельба. Там пошли первые серьезные результаты. Выполнил мастера спорта. Его заметили. Пригласили на просмотр в современное пятиборье. Сборная СССР. Ему 19 лет. Декабрь 1989 года. Ростом я не настолько высок, чтобы хорошо фехтовать. С конем тоже как-то не совсем ладилось. Пятиборье не пошло, зато пошел 91 год. В 91 году он впервые увидел триатлон. Это была любовь с первого взгляда. Очень динамичный, зрелищный вид с переходами. Я буквально загорелся желанием. Триатлон – циклический вид спорта. Надо было добавить только велосипед. Добавить только велосипед. Звучит просто, но попробуйте. На профессиональном уровне велосипед — это годы, это тысячи километров. Это техника спуска, тактика в пелотоне, аэродинамика, питание на ходу. Гаг освоил велосипед за несколько месяцев.
потренировался немного и выиграл Кубок СССР. В 92 году первый международный старт. Япония, остров Сада, Астрамен, 2,5 километра плавания, 108 велосипеда, 28 километров бега. 3000 участников. Первое место. Отрыв от второго 17 минут. 17 минут, не секунд, минут. Первый международный старт, первое место. На 17 минут быстрее второго. Это сейчас сложно представить такой отрыв. Технологии, медицина, методика тренировок уравняли почти всех. А в 90-е это вполне реальная ситуация. Отрыв на длинной дистанции в несколько минут. Так начинаются легенды. Начало 90-х. Советский Союз распался. Казахстан — независимое государство, которое только ищет себя. Бюджеты урезаны, спортивная инфраструктура разваливается, тренеры уходят в бизнес, базы закрываются, спарринг-партнеров нет, системной поддержки нет. В это время Дмитрий Гак принимает решение, которое определит всю его карьеру. Он уезжает в Венгрию. Казахстан находится далеко от Европы, где проходит большинство стартов. В Венгрии я мог просто сесть в машину и добраться до места соревнований. Там я выступал за венгерские и чешские клубы. Там легче найти спарринг-партнеров, что положительно отражалось на результатах. Логично, практично, правильно с тактической точки зрения. Но вот чего в этих словах нет, так это рассказа о том, как это было на самом деле. Никакой команды поддержки, никакого механика для велосипеда, никакого врача, никакого массажиста. Когда колесо спускало, чинил сам. Когда мышца рвалась, лечил сам как мог. Когда заболевал, восстанавливался сам. Он выступал за казахстанскую сборную, но ездил на старты в одиночку. Сам бронировал билеты, сам организовывал логистику, сам платил за жилье на выезде. Ни механика, ни врача, ни массажиста. Я даже на свой победный чемпионат мира в Монреаль отправился один, без поддержки. Когда было свободное время, со мной ездил главный тренер сборной Юрий Соловьев, но в основном выживал один. Выживал один. Он употреблял это слово и явно не чувствует в нем ничего необычного. Для него это просто описание реальности, ни жалоба, ни обвинение, факт. Волк-одиночка. Это был единственный доступный ему способ существования в профессиональном спорте. Перед Олимпиадой в Сиднее он провел 3 сбора с национальной командой Казахстана на Иссык-Куле. 3 сбора — это все, что Казахстан мог ему дать. На остальное он зарабатывал сам. Тренировался сам, восстанавливался сам, но и побеждал тоже сам. Венгрия подходила еще по одной причине, о которой говорят меньше, но которая, возможно, важнее всего. В Венгрии любят триатлон по-настоящему. Не как нишевый вид спорта, а как народное увлечение. Я долгое время жил в Венгрии. Эта страна в географическом плане совсем небольшая, но у них в каждом городе есть свой триатлонный клуб. Я жил в городе Тисау-Вараш. Там даже мэр города активно увлекался триатлоном. Все идет от властей, от их спортивных предпочтений. Гак тренировался в среде, которая понимала его, которая дышала тем же воздухом, где он мог найти спарринг-партнеров, механиков по знакомству, докторов, которые знают, что такое триатлон. Это не была официальная поддержка, это была среда. И среда иногда важнее спонсора. 95 год, Канкун, Мексика, 8 место на чемпионате мира, уже в топ-10 планеты. 96 год, Кливленд, США, 10 место, стабильность. 98 год, Лозанна, Швейцария, 6 место. Прогресс очевиден. И параллельно этапы Кубка мира по всей Европе, подиумы, победы, накопление рейтинга. Система ITU работала просто. Выиграл этап, получил очки. Набрал очки, получил рейтинг. Рейтинг — это право стартовать на важнейших гонках. Это приглашение, это деньги. Гак устроил свой рейтинг методично. Старт за стартом, год за годом, без помощи, без системы, абсолютно один. К 99 году он уже был готов. — 17 сентября 99 года, Монреаль. Канада, чемпионат мира по триатлону. Чтобы понять, что произошло в этот день, нужно понять, кто был на старте. Нам уже знакомый из прошлых выпусков Симон Лессинг. Британец, 4-кратный чемпион мира на тот момент. Один из 2-3 величайших триатлонистов в истории дисциплины. Человек, который превратил ITU триатлон в свою личную вотчину. Тактически умный, физически безупречный, психологически несокрушимый. Человек, которого в мировом триатлоне в 90-х боялись так же, как
как в велоспорте боялись Лэнса Армстронга. Рядом Хэмиш Картер из Новой Зеландии, будущий олимпийский чемпион. Шведы, немцы, французы – лучшие триатлонисты планеты на тот момент. И казахстанец, который приехал без багажа, буквально. Это не метафора. Авиарейсы задержали, авиакомпания потеряла вещи. Гаг добирался до Монреаля с приключениями. Рейс за рейсом откладывался или отменялся. В результате перелетел без багажа на чемпионат мира один и без снаряжения. Собирался на старт, что называется, с миру по нитке. Купил в магазине кроссовки, россияне одолжили велосипед, японцы – очки. Багаж пришел только рано утром в день старта. Однако настроя никакого уже не было. Нервничал сильно. То очки забуду, то стартовую майку. Мысль была просто выступить. Просто выступить на чемпионате мира в звании 6-го триатлониста планеты по рейтингу. Иногда самые великие победы начинаются с самых низких ожиданий. Плавание Гаг прошел в средней группе. Его никогда не выделяли среди лучших пловцов. Вышел из воды не в лидерах, но в контакте с основным пелотоном. Велосипедный этап. Здесь уже все решает тактика. Кто в отрыве, кто экономит силы, кто закапывается раньше времени. Гаг ехал умно, не тратил лишнего, держал позицию. А потом бег. Бег — это его коронка. Она всегда была. Та самая способность, которая переключается в конце гонки, когда у всех остальных уже просто ничего нет. Последний километр. Гаг видит перед собой Лессинга, 4-кратного чемпиона мира. Между ними около 15 метров. На последнем километре финала мирового первенства. 15 метров. Это вроде бы как пропасть и вроде несбыточно, но статистически возможно. Я видел впереди бегущего Лессинга и рассчитывал прийти вторым или третьим. Но на последних 800 метрах до него оказалось не так уж и далеко. Как мне это удалось, я не знаю. Он не знает. 4-кратного чемпиона мира обогнал на финише чемпионата мира на 6 секунд и не знает как. Может, именно в этом и есть суть того, что мы называем чемпионским геном. Не знаешь, но делаешь. Тело помнит то, что разум просто не может иногда объяснить. На церемонии награждения ведущие подошли к звуковой системе. Нашли диск с гимнами всех стран-участниц. Казахстан тоже нашли. Запустили. Что-то пошло не так. Диск заел. Или файл не открылся, или по другой версии гимна Казахстана в фонотеке просто не было. Никто не готовился к тому, что победит казахстанец. Да и сам уровень чемпионата мира того времени можно легко оценить и сравнить с современными стартами. Транзитка, отсутствие оградительных элементов, стойки для велосипедов. На церемонии вручения медалей в честь победителя прозвучала музыка из фильма «Огненные колесницы», поскольку в фонотеке турнира не оказалось гимна Казахстана. «Огненные колесницы». Фильм о том, как два британских спортсмена идут к своей мечте вопреки системе, вопреки давлению, вопреки всему. Сложно придумать более подходящую музыку. В тот же год Дмитрий Гаг был признан спортсменом года в Казахстане. Стал заслуженным мастером спорта, получил звание почетного гражданина Кокшетау. Международная федерация признала его сильнейшим триатлонистом мира. Он выиграл Кубок мира ITU 2000 года. Снова лучший на планете. Уже не в звании претендента, а в звании чемпиона. Каким был триатлон в 99-м? Чтобы понять, чего стоила победа Гага в Монреале, нужно понять, каким был триатлон тогда. 99-й год. Триатлон только что стал олимпийским видом. Сидней 2000 года был на горизонте. Дисциплина переживала переходный период из любительского увлечения в профессиональный спорт. Не было пауэрметров и GPS-датчиков. Не было точных данных о темпе, мощности, лактате в реальном времени. Тренировались по ощущениям, по пульсу, по опыту. Восстанавливались интуитивно. Переходные зоны открытые, без ограждений. Велосипеды стандартные шоссейники или простые ТТ-рамы. Ничего похожего на нынешние аэродинамические машины за десятки тысяч евро, долларов просто не было. Кроссовки обычные беговые. Никакой карбоновой пластины в подошве. Никаких супершузов, которые сегодня дают 4+ % экономии энергии. Гаг был триатлонистом старой школы. Без калькулятора, без аналитиков. Только тело и понимание собственных возможностей, выработанное годами страданий на тренировках. Скорости стали по-настоящему космическими. Тот же испанец Хавьер Гомес плывет 1500 метров менее чем за 16 минут.
По нашим меркам, это рядом с нормативом мастера спорта по плаванию. Он говорит это без зависти, скорее с восхищением. Человек, который сам был лучшим в мире, умеет оценить прогресс дисциплины. Но то, что он сделал в 99-м, в эту эпоху, с этим снаряжением, без этой поддержки, стоит не меньше. Возможно, больше любых современных рекордов. Сидней 2000 года. И это не просто Олимпиада. Это первая Олимпиада в истории триатлона. Вообще. Когда-либо. О ней был наш предыдущий выпуск. Ссылку видите на экране. Дисциплина существовала с 70-х, но только с 94 года МОК принял решение включить ее в программу Олимпийских игр. И вот Сидней. Дебют на главной сцене планеты. На этот старт Дмитрий Гак выходил в звании действующего чемпиона мира. Лучшего триатлониста планеты. 99 года. Фаворита. Спортивные руководители даже заранее повесили мне на шею олимпийскую медаль. Ответственность сильно давила. Стоя на старте, успокаивал себя тем, что скоро все закончится. Перед самым стартом стало известно. Позже ВАДА провело внеплановую проверку нескольких спортсменов. Взяли кровь. Не несколько миллилитров, чуть ли не полстакана за один раз. В контрольную группу попали оба главных фаворита – Гак и новозеландец Хэмиш Картер. Потеря такого объема крови прямо перед гонкой – это очень серьезный удар по физическому состоянию. Это снижение гемоглобина, снижение переноски кислорода, снижение производительности. Но об этом никто не говорит вслух. Потом уже стало ясно. Именно это объяснило некоторые результаты того дня. Хэмиш Картер, тот, кого называли вместе с Гагом главным претендентом на золото, вообще не попал в топ-10. А у Гага была своя личная история, о которой он долго просто не рассказывал. Старт был намечен на 10 утра. В 6 часов мы уже выезжали из Олимпийской деревни. Сильно хотелось спать, и чтобы немного взбодриться, я по собственной глупости выпил двойной эспрессо. В итоге, два этих негативных фактора отразились на общем результате. Кофеин перед соревнованиями. На выносливость. Это особая тема. Он ускоряет сердцебиение, стимулирует нервную систему, но при высокой интенсивности может вызвать проблемы с пищеварением, с печенью, иногда с желудком. Бег – моя коронка. А в Сиднее не смог себя реализовать даже наполовину. Только наберу ход, печень начинает отказывать. Приходилось сбавлять темп. И так несколько раз. В итоге прибежал на финиш четвертым, а сил осталось еще вагон и маленькая тележка. Такая глупая ошибка. 4 место. Один шаг до пьедестала. Бронза у Яна Рихулы из Чехии. Эмоции Гага на финише понятны были всему миру. Все-таки действующий чемпион мира на тот момент. Даже на 5 месте спортсмен радуется, будто взял медаль на Олимпиаде. Дмитрию не до радости, ведь следующий шанс только через 4 года. И это еще не факт, отберется ли в топ-50 мирового рейтинга. Потом пошли слухи. Якобы у 2 из 3 призеров обнаружили допинг. Казахстанское телевидение уже поздравляло Гага с серебряной медалью. Звонили из Казахстана, из Венгрии, поздравляли. Итоговые результаты остались прежними. Почему? Попробуем разобраться в наших дальнейших выпусках. Как на родине восприняли 4 место? Как провал. Хотя в планах у нас значилось занять 3-6 место. Формально задачу мы выполнили. Жаль, что не было медали. Место ниже 3 уже никого не интересует. Места ниже 3 уже никого не интересуют. Он говорит это без горечи, как констатацию факта. Такова природа спорта высших достижений. Ты либо на пьедестале, либо тебя нет. Но мы, зрители, знаем другое. 4 место на первой олимпийской гонке в истории триатлона – это не провал. Это часть истории. Этот человек стоял на старте в тот день, когда дисциплина впервые вышла на главную сцену мира. Его имя – Дмитрий Гак. Оно уже в учебниках, пусть и без медали. После Сиднея Гак не сломался. Он сделал то, что делают настоящие чемпионы после поражения. Вернулся на трассу. 2000 год, Кубок мира ITU. 1 место в общем зачете. Снова 2002 год, чемпионат мира в Канаде. Остался без медали. 2004 год, чемпионат мира на Мадейре. Бронзовая медаль. Снова на пьедестале мира. 2004 год, Кубок мира ITU. Победа в общем зачете. 2 раз. 2006 год, Азиатские игры. Золото. Несмотря на боль в колене. Несмотря ни на что. Это не случайные результаты, это система. Система, выстроенная одним человеком, без тренерского штаба, без медицинской команды, без спонсорского бюджета.
В интервью позже он рассказывал, как тренировался зимой в Тимиртау при минус 30 по Цельсию. Побегал на утреннюю пробежку, просто потому, что так надо. У меня тренеров никогда не было, я сам всегда занимался. Помню, зимой в Тимиртау выбегал на утреннюю пробежку при температуре минус 30 градусов по Цельсию. И мне это не мешало. Кто хочет, тот всегда найдет способ добиться своей цели. Минус 30. Утром на пробежку. Это не героизм, это привычка. Вот в чем разница между чемпионом и просто сильным спортсменом. К середине 2000-х Гаг уже ветеран. Ему за 30. В триатлоне это не старость, но уже и не молодость. Организм накопил километры. Удары, падения, болезни. И тогда началось с коленом. Начало 2006 года. Сборы на Кипре. Март. Важный предолимпийский период. Азиатские игры стоят в декабре. Что-то в колене хрустнуло. Больше не замолчало. Это было в марте, а мы готовились к азиатским играм в декабре. Все это время я тренировался через боль, потом на обезболивающих уколах. Раздробил мениск полностью, от хряща остались одни осколки. 9 месяцев на обезболивающих, через боль, до азиатских игр. Азиатские игры в декабре 2006 года он выиграл. Уверенно, золото. И через 3 дня после финиша лег на операционный стол. Потом вторая операция. Потом третья. Весь 2007 год реабилитация. Мышцы левой ноги атрофировались, кожа и кости. До конца карьеры левая нога оставалась слабее правой. На велосипеде чувствовалось, когда едешь в полную силу. Дисбаланс ощутим. 3 операции на одном колене. 9 месяцев гонок через боль ради того, чтобы выиграть азиатские игры. Год реабилитации, атрофированная нога и возвращение на трассу. А потом допинг-проба. В карьере Гага был и самый темный эпизод. 5 сентября 2008 года Международный союз триатлонистов объявил о дисквалификации Дмитрия Гага. Эритропоэтин, ЭПО. Препарат, который стимулирует образование эритроцитов, красных кровяных клеток, переносящих кислород. Больше эритроцитов, больше кислорода к мышцам, выше аэробная производительность. В видах спорта на выносливость это прямое конкурентное преимущество. Да, это именно тот знаменитый ЭПО. Десятки топовых велосипедистов, атлетов по всему миру часто попадаются на этом чудо-препарате. ЭПО – один из самых распространенных допинговых препаратов конца 90-х, начала 2000-х. Велоспорт просто захлебывался в нем. Та эпоха Тур де Франс – это в значительной мере история ЭПО. Легкая атлетика, плавание, лыжные гонки. Триатлон не был исключением и здесь. Проба взята 20 июня 2008 года в американском Де-Мойне. Внесоревновательный контроль. Проба А. Положительная. Рекомбинантный эритропоэтин. Гаг воспользовался правом на вскрытие пробы Б. 19 августа. Подтверждение. Рекомбинантный ЭПО в моче. Пекинская Олимпиада уже ушла. Его исключили из стартового списка еще раньше на основании временного отстранения. Все результаты с 20 июня 2008 года аннулированы. Призовые заблокированы. Дисквалификация на 2 года. С 20 июня 2008 года Гаг не устраивал пресс-конференций, не рыдал перед камерами, не нанимал армию адвокатов. Он сказал кое-что, и это кое-что важнее длинных объяснений. Тот спортсмен, на которого я думал, он сам потом был дисквалифицирован за допинг, так что я был недалек от истины. Он думал на другого спортсмена, который потом сам попался. Что это значит? Каждый решает сам. И на вопрос о том, почему не бился за правду в суде, Гаг отвечал. А смысл биться в суде? Как показывает практика, ни один спортсмен, увлеченный в применении допинга, никогда не доказывал свою невиновность. Даже Винокуров и Кашечкин с их деньгами не смогли. А в нашем виде спорта таких финансов нет. Тогда зачем толочь воду в ступе? Это не признание вины. Это усталость. Усталость человека, который прожил в профессиональном спорте 20 лет. Который видел, как работает система. Который знает, что правда и юридический результат – это не всегда одно и то же. В профессиональном спорте, как на войне. Эту фразу он произносил неоднократно. В своих различных интервью и в контексте она звучит особенно точно. В спорте есть такое. Могут и в еду подсыпать, и подлить незаметно что-нибудь. Приспустят шины на велосипеде, открутят гаечку или ослабят тросик. В кроссовок камушки могут подкинуть.
Надо неусыпно следить и ничего без присмотра не оставлять. Это не паранойя, это реальность профессионального спорта высших достижений. Особенно на рубеже 90-х, 2000-х. Допинг-история Гага — это факт его биографии. Факт, который уже нельзя никак вычеркнуть. И который нужно понимать в полном контексте эпохи. Окружения, системы, в которой он существовал. Дисквалификация началась 20 июня 2008 года. 2 года вне спорта. И ему 37 лет. Вернемся назад, к Олимпиаде в Афинах в 2004 году. Мы уже говорили о Сиднее, о чашке эспрессо и упущенной медали. Но Афины — это другая история. История о том, как детали убивают мечты. 2004 год. В Олимпийский год Гаг выиграл общий зачет Кубка мира. Взял бронзу на чемпионате мира на Мадейре, хотя по его собственному признанию не готовился к нему специально. Считал тренировочным стартом. Он был уверен, в Афинах будет медаль. Форма лучшая за последние годы. Опыт просто огромный. Мотивация запредельная. Думаю, что перетренировался. Мы с другим казахстанским триатлетом Даниилом Сапуновым готовились вместе в Венгрии, побили все рекорды местных трасс, и пик формы у меня прошел. Пик формы. Одна из самых сложных концепций в спорте высших достижений. Нужно выйти на максимум именно в день старта. Не за неделю до, не через неделю после. Именно тогда Гаг перепрыгнул этот пик. И еще брифинг. Перед олимпийскими соревнованиями всегда проводится брифинг со спортсменами. Рассказывают о трассе, раздают стартовые номера. На этот раз его провели раньше обычного. Гаг по привычке приехал поздно. Он всегда так делал, чтобы минимизировать акклиматизацию и лишний стресс. Опоздал. Получил невыгодное место на старте, потерял несколько секунд на плавании, упустил контакт с лидирующей группой. Больше ее не достал. 25 место. После 6-го в мировом рейтинге. После бронзы на чемпионате мира. Двойной эспрессо в Сиднее. Поздний приезд на брифинг в Афинах. 2 решения. 2 упущенных пьедестала. 2 мгновения, которые пересматриваешь всю оставшуюся жизнь. Профессиональный спорт на этом уровне — это искусство не ошибаться в деталях. А Гаг при всем своем таланте, при всей своей силе был живым человеком, со своими ошибками. Именно это делает его историю человеческой, а не просто спортивной. После 2-летней дисквалификации в 2010 году Гаг вернулся на трассу. Ему почти 40. 3 операции на колени за плечами. 2 года без официальных стартов. Большинство людей в этой ситуации просто завязали бы с профессиональным спортом. Тихо ушли бы в тренеры. Это было бы логично, достойно, даже понятно. Гаг вернулся на трассу. Соловьев предложил это как бы в шутку. Я уже работал тренером в Санкт-Петербурге и просто поддерживал форму. Когда взял бронзу на Азиаде в 2010-м, а потом еще и серебро на пляжных азиатских играх, подумал, почему бы не попытаться попасть в Лондон? Азиатские игры 2010 года. Бронза. В 39 лет. После 3 операций и 2 лет дисквалификации бронза на азиатских играх. Пляжные азиатские игры. Серебро. Он еще был на уровне. Он еще мог. Последний отборочный старт. Китай 2012 года. Ему достаточно занять 5-е место. Просто 5-е. Одно из 5 лучших мест. Это не требует победы, только стабильности. Местные организаторы сделали все, чтобы меня сначала не допустить к старту, а затем не дать финишировать. Мне отказали в визе, я сам оформил через турагентство. Потом пытались снять со старта то из-за опоздания на брифинг, то из-за экипировки. В конце концов, во время плавания устроили на меня настоящую охоту, держали за ноги, за корпус. Все уже плыли 2-й круг, а меня еще на 1-м топили. Топили. Это не метафора. Физически удерживали в воде, не давали плыть на международных соревнованиях, при судьях, при публике. Он говорит это ровно, без крика. Такое бывает в профессиональном спорте, как на войне. Лондон 2012 не состоялся. Лондон остался мечтой. Это была его последняя попытка. После нее он окончательно завершил профессиональную карьеру. Но посмотрите на эту историю с другой стороны. Человеку 41 год. После 3 операций, 2-летней дисквалификации, жизни без поддержки на протяжении 20 лет, все еще боролся за место на Олимпийских играх. Все еще был достаточно опасен, чтобы его пытались физически остановить прямо в воде. Это не провал, это финал, достаточно достойный финал профессионального атлета.
Есть вещи, которые Дмитрий Гаг говорит о жизни, и они стоят отдельного внимания. О самолюбии он говорит так. Без самолюбия, я считаю, в жизни ничего не добьешься. Самолюбие обязательно должно быть. О мотивации рассуждает. Это его наблюдение, которое просто поражает. Я готов памятник любителям воздвигнуть. Чтобы успеть на работу, они начинают тренироваться с 5 утра. Мне один такой энтузиаст пишет: «Дмитрий, извините, я вчера 100 километров не смог проехать. Завершил тренировку на 95 километров. Просто стемнело уже». Я прикинул, во сколько темнеет летом в Санкт-Петербурге. Он заканчивал тренировку около часу ночи. У любителей цель, у профессионалов, которым все дают, иногда проблемы с мотивацией. Гаг, который всю карьеру выживал без поддержки, понимает ценность мотивации лучше, чем кто-либо. О характере он говорил следующее. Кто хочет, тот всегда найдет способ добиться своей цели. О мечте в 2018 году, в 47 лет, в одном из интервью он сказал так. Желание сделать Ironman еще остается. Я же еще совсем молодой. Мне всего 47 лет. Там такие дядечки взрослые бегают. По сравнению с ними я еще юниор. Человек, который стал чемпионом мира в олимпийском триатлоне, в 47 лет мечтает об Ironman. Не потому, что ему нечего доказывать, а потому, что спорт для него – это не работа, это способ существования. В этом году Дмитрию исполнилось 55 лет. Интересно было бы узнать его желание сделать Ironman сейчас. Дмитрий, если вы смотрите это видео, напишите в комментариях, как у вас с мотивацией на сегодняшний день. После завершения карьеры Гаг уехал в Санкт-Петербург. Окончил Московский институт физической культуры, факультет физической культуры и спорт. Специализация тренер-преподаватель. Начал работать тренером не с детьми, со взрослыми спортсменами, у которых уже есть потенциал. С теми, кого можно довести до пьедестала. Стал старшим тренером юниорской сборной России по триатлону. Работает в Санкт-Петербурге в училище Олимпийского резерва и школе высшего спортивного мастерства. Когда твои ученики побеждают, поднимаются на пьедестал, ты получаешь сумасшедшее удовольствие, как будто выиграл сам. Это, наверное, главный из положительных моментов. Его главная воспитанница Александра Разоренова, чемпионка России, 2 Олимпиады, Лондон и Рио. Победитель чемпионата Европы до 23 лет, бронза на чемпионате мира в смешанной эстафете. Одиночка стал наставником. Человек, который всю карьеру работал без поддержки, теперь дает поддержку другим. В 2017 году в городе Алматы. В городе остались объекты после универсиады, включая Алматы-арена с закрытой велотрассой. Гаг создает школу триатлона имени Дмитрия Гага. Дети от 6 лет, 5 тренировок в неделю по 1,5-2 часа. Мы открыли ее не для обогащения, а для пропаганды здорового образа жизни. Необходимо повышать физическую активность населения. Хотелось поделиться своим опытом, дать детям то, чего у меня самого не было. Более талантливые занимаются бесплатно. Каждые полгода тестирование. Покажи прогресс, выполни норматив, перейдешь на бесплатное обучение. 2 воспитанника уже тренируются в сборной города Алматы. Это самая тихая победа Дмитрия Гага. Не золото Монреале, не подиумы Кубков мира, а дети, которые утром приходят в бассейн, туда, где когда-то и он начинал, и учился не сдаваться. Дмитрий Гаг ушел из профессионального спорта без фанфар, без прощальных кругов, без слезливых пресс-конференций, без торжественных церемоний. Просто в какой-то момент он перестал выходить на старт. Но он оставил кое-что важное. Прецедент. В конце 90-х, когда казахстанский спорт только искал себя на мировой карте, он доказал: можно. Спортсмен из Казахстана без денег, без команды, без поддержки, без гимнов в фонотеке организаторов может стать чемпионом мира. 177 стартов, 64 подиума, 23 победы, 2 Олимпиады, 1 чемпионат мира, 2 Кубка мира, Азиатские игры и бронза на колене, которые оперировали трижды. И школа, где дети учатся плавать, там, где он когда-то учился не сдаваться. В нашем спорте. Так он говорит о триатлоне. Не в триатлоне, а в нашем спорте. Он все еще внутри, все еще часть этого спорта. Чемпионство не заканчивается на финише. Спасибо, что досмотрели до конца. Это был канал On Your Mark Triathlon News. Увидимся на нашем канале.
champion, Kazakhstan. Fantastic, Dmitry. Congratulations. Well done.